Охота пуще неволи, или как растения-хищники докатились до такой жизни. Главная героиня сегодняшнего видео – Дианея мисципула или Венерина мышеловка. Да-да, я не оговорилась. Латинское название этого растения дословно переводится как Венерина мышеловка. В название этого экзота вкралась досадная и крайне забавная ошибка. Дело в том, что растение мухоловка на латыни должно называться мисциципула. Но, как считается, ботаник, давший имя растению, не дописал один слог, в результате чего получилась мышеловка или мисципула. Как содержать венерину мухоловку в домашних или квартирных условиях? Когда и как поливать, во что, когда и как пересаживать, как размножать, можно ли опрыскивать, нужно ли подкармливать удобрениями. Об этом и о многом-многом другом мы поговорим в ходе сегодняшнего видео. Привет, друзья! Венерина мухоловка – вид хищных растений из монотипного рода Дианея, семейства росянковые. Венерина мухоловка – самое популярное, яркое и условно неприхотливое растение из числа плотоядных комнатных хищников. Она прославилась не только способностью питаться насекомыми. Неподражаемая красота ярко окрашенных ловушек превращает ее в экстравагантное и весьма декоративное комнатное украшение. Невероятно солнцелюбивая и водолюбивая, она по праву оправдывает свое звание растения не для всех. Но именно венерину мухоловку лучше всего выбрать для знакомства с плотоядными комнатными растениями. Важно запомнить, что Дианея – плотоядное, но не потерявшее способность к фотосинтезу растение. Таким образом, все необходимое для своего существования мухоловка, как и любое другое высшее растение, может получить с помощью углекислого газа, воды и солнечного света. Родина мухоловки – торфяные болота Северной Америки, однако в последние годы ареал ее обитания неуклонно сокращается. Впервые это растение было описано в 1759 году. И, разумеется, оно поразило всех. Плотоядный представитель флоры для того времени это было настоящей фантастикой. Хищничество растений – это, конечно же, вынужденная мера. Зеленые пожиратели насекомых проиграли битву за органические ресурсы и приспособились добывать пропитание несвойственным для себя способом. Убивают растения не всех подряд. Природа позаботилась о том, чтобы хищники случайно не сцапали опыляющих их насекомых. Для этого у растения есть длинный цветонос, на конце которого и располагаются цветы. А сами хищные пасти находятся у основания растения, практически у земли. Питаются мухоловки муравьями, жуками, пауками, кузнечиками и летающими насекомыми, не реагируя на маленьких мошек, комариков, грязь, пыль, мусор и воду. Их защита от ложных срабатываний уникальна. Клапаны-капканы захлопываются окончательно только если механическое раздражение триггеров, находящихся на внутренней поверхности ловушек, повторяется пятикратно с интервалом до 20 секунд и как минимум на 2 чувствительных волосках. Вначале зубцы капкана смыкаются неплотно. Если насекомых внутри не было или они выбрались в зазоры, ловушка раскрывается через полдня, и растение не расходует силы понапрасну. Но более крупной добыче так не везет. Как только насекомое касается щетинок триггеров внутри листьев несколько раз, лакомясь нектаром Дианеи, ловушки захлопываются более плотно
и при достаточном размере жертвы начинается медленный процесс переваривания добычи. В идеале, после того, как ловушка захлопнулась, жертве лучше сидеть и не двигаться, ведь в это время растение продолжает реагировать на стимулы своих волосков. Когда мухоловка насчитает 5 стимуляций, она начнет выделять пищеварительный сок, чтобы переварить насекомое. При этом клетки растения начинают набухать, и края постепенно смыкаются, полностью лишая насекомое возможности выбраться. Процесс переваривания может занимать до 10 дней, после чего ловушка хищного растения широко открывается и сбрасывает останки насекомого. Через несколько дней она возвращается в исходное состояние и готова принять новую пищу. За время жизни ловушки-мухоловки она успевает поймать и переварить в среднем от 3 до 5 насекомых. После 3 или 5 схлопываний ловушка утрачивает способность к захлопыванию, а после этого и вовсе отмирает. Именно поэтому запускать процесс захлопывания ловушки ради забавы не стоит. Вы истратите ресурс ловушки, при этом растение не получит необходимых ему питательных веществ. На ваших экранах ловушки, исчерпавшие свой ресурс захлопывания. Касаясь их, ловушки уже совершенно не... Свою первую мухоловку я купила в конце лета 2021 года в маленьком рассадочном стаканчике объемом 200 мл. Этот стаканчик и сейчас со мной. На стаканчике, дабы не потерять, были нанесены условия содержания данного растения. Так чего же хочет наша мухоловка? Первой строкой производитель указывает самый важный фактор правильного содержания мухоловки, и это яркий прямой солнечный свет. Обратите внимание, только значок прямого, полного и яркого солнца не перечеркнул производитель. Даже полутень, а тем более тень для мухоловки недопустимы. Мухоловка – болотное растение, а это значит, что для правильного развития ей нужно очень много воды. Не просто скудный полив, не просто регулярный полив, а обильный и постоянный полив. А еще лучше постоянное содержание мухоловки в воде, погружая горшок с мухоловкой на 2/3 в чистую воду. Любые применения удобрений в любой форме, жидкие, сыпучие, водорастворимые, производитель отрицает. Все удобрения перечеркнуты производителем в инструкции. Обо всем этом мы более подробно поговорим чуть позже. Купив мухоловку в конце лета 2021 года маленьким растением всего в одну розетку, осенью того же года моя мухоловка решила зацвести. По поводу цветения мухоловок в интернете полным-полно разного рода мифов. Дескать, после цветения мухоловка умирает, или же давать цвести мухоловки ни в коем случае нельзя, она потратит на это очень много сил и умрет. Мой опыт содержания конкретно взятого растения опровергает все эти мифы. Из одного своего маленького растения в одну розетку я получила уже 4 горшка с прекрасными мухоловками. Причем каждый год моя мухоловка цветет. Как я уже говорила ранее, цветонос мухоловки очень длинный для того, чтобы насекомые-опылители не смогли попасть в капканы ловушки. На конце длинного цветоноса соцветие с несколькими прекрасными
белыми цветами. Цветы мухоловки мне отдаленно напомнили яблоневый цвет, такие же нежные, белые и ароматные цветы. Каждый отдельно взятый цветок не очень велик, его диаметр около 2 сантиметров. Цветет мухоловка недолго, всего несколько дней, зато ее цветы можно опылить вручную, чтобы получить семена. Семена у мухоловки очень мелкие и не хранятся долго, их можно хранить в холодильнике не более 4 месяцев. Размножение мухоловки с помощью семян достаточно хлопотный процесс, но для тех, кто знаком с процессом стратификации, не будет очень сложным. Главное здесь найти свежие семена. Я не собиралась размножать мухоловку семенным путем, поэтому после цветения срезала цветонос. Признаюсь, первая зимовка этого растения у меня дома меня невероятно напугала. Тогда я даже не предполагала, что этот материал и этот контент может быть кому-то интересным, и не снимала мухоловку во время зимовки, а зрелище было печальным. Разумеется, уже тогда я знала, что мухоловки очень требовательны к количеству яркого, прямого и интенсивного солнечного света. Но окончательные выводы на эту тему я сделала только в следующую зимовку 2022-2023 года. На ваших экранах ноябрь 2022 года и мухоловка после летнего пребывания на открытом балконе, где она все лето в волю питалась. Мой открытый балкон ориентирован на юго-восточную сторону света, а это значит, что практически с самого утра и до 3 часов дня мухоловка находилась на открытом палящем солнце. За это время из маленького растения в одну розетку она превратилась вот в такую, пышущую здоровьем красавицу. Обращаю ваше внимание, что ни сразу после покупки, ни в течение следующих 2 лет после покупки я свою мухоловку не пересаживала. Все эти годы растение находилось в покупном субстрате и в покупном горшке. Не тревожьте вновь купленное растение понапрасну. Не думайте, что субстрат, который можете вы предложить мухоловке, лучше того, который составлен профессионально производителем. Иными словами, если вы только в этом году купили молодое растение, пересадить его вам будет нужно только спустя 2 года, когда мухоловка уже будет буквально выпрыгивать из покупного горшка. Составом субстрата для посадки и пересадки мухоловки я озадачилась только летом 2023 года, то есть спустя 2 года после покупки. И об этом я расскажу вам чуть позже. Точно так же, как и о пересадке, вам в первый год после покупки не нужно думать о зимовке мухоловки. То есть никаких манипуляций по обрезке листвы и помещении маленького растения в холодильник производить не нужно. Купили мухоловку, поставили ее на самое солнечное место на подоконнике, установили над ней источник искусственного освещения и дали ей огромное количество воды. В этом будет заключаться весь уход за мухоловкой в первое время. О воде для растений-хищников ходят легенды. Ее нужно покупать на автозаправках или в аптеках. Обязательно нужен дистиллят. Даже из кувшина очистителя вода не подойдет. Так ли это? В моем случае это совершенно не так. Ни разу за все время пребывания этого растения у меня дома я не использовала ни очищенную, ни дистиллированную воду.
На протяжении всего этого времени я использовала кипяченую воду для полива. Но здесь нужно оговориться. Я живу во Владивостоке, Приморского края, а у нас, как известно, достаточно мягкая вода. Таким образом, если вы живете в регионе, где жесткая вода недостаточно хорошего качества, вам все же лучше использовать дистиллированную или хорошо очищенную воду, а также воду после фильтра обратного осмоса. За все 2 с лишним года у меня дома моя мухоловка ни разу не пересыхала, она всегда стоит в воде. Я поместила покупной горшок в прозрачную емкость, а точнее в обрезанную прозрачную бутылку, для того, чтобы я могла всегда контролировать уровень воды. Я еще раз обращаю ваше внимание, не бойтесь залить мухоловку, бойтесь пересушить ее. Именно пересушка может стать губительной для мухоловки. И если у вашей мухоловки чернеют и отмирают листья и ловушки, то это точно не из-за избытка воды, это из-за недостатка света. Таким образом, если вы не можете обеспечить своей мухоловке 5-6 часов прямого солнечного света в день, или же приобрести для нее очень мощную лампу искусственного освещения, лучше не заводить себе дома это растение. Пожалуй, в это трудно поверить, но мухоловки еще более требовательны к количеству и качеству солнечного света, требовательнее, чем орхидеи. В зимний период для благополучного роста и развития мухоловке потребуется светильник минимум в 50 Вт, расположенный в 20-30 см над листьями растения. В противном случае в зимний период ваша мухоловка отправится на покой. Для этого мухоловку не нужно будет помещать в холодильник. Она сама покажет вам, что устала от короткого светового дня и хочет отдохнуть до более светлых и солнечных дней. Листовые пластины растения станут более вытянутыми и широкими, а ловушки, напротив, уменьшатся в размере. Таким образом, мухоловка продемонстрирует вам, что ей не хватает солнечного света. Она увеличивает поверхность фотосинтеза и уменьшает поверхность потребления пищи. И вот здесь мы подходим еще к одному очень важному вопросу – кормление мухоловок в зимний период. Чем кормить мухоловку зимой, когда насекомых нет? Внимание! В зимний период мухоловок в домашних условиях не кормят. Я еще раз обращаю ваше внимание, что для любого хищного растения насекомые – это удобрение, а без удобрений в зимний период вполне способно обойтись любое домашнее растение. И уж тем более не стоит предлагать вашей венериной мухоловке сырое мясо, мертвых насекомых или воду после мытья мяса. Помните, что корни мухоловки не способны усваивать питательные вещества, а вода для полива должна быть исключительно чистой. Правда ли, что мухоловку нельзя поливать сверху, опрыскивать и ставить под дождь? Все это абсолютная неправда. Мухоловки можно и поливать сверху, причем обильно, и опрыскивать, и ставить под дождь. Иногда у меня складывается впечатление, что люди, говорящие и пишущие такое, абсолютно и совершенно оторваны от природы и не знают, как и в каких условиях растения растут в естественных условиях произрастания. А тем временем на ваших экранах конец лета 2023 года и мухоловка, которая разрослась до невероятных размеров. Розетки в горшке росли буквально одна на другой, а ловушки-капканы поедали друг друга.
Оставлять растения в таком виде еще на одну зимовку было просто неприлично, и я приняла решение мухоловку разделить. Так, в конце лета 2023 года из одного горшка с мухоловкой у меня появилось 4. 3 мухоловки были посажены точно в такие же рассадочные стаканы, как при покупке, объемом 200 мл, и одна, самая большая, в большой горшок. Какой горшок выбрать для посадки мухоловки? Принято считать, что горшок для посадки нужно выбирать из химически инертного материала, то есть он должен быть пластиковым или стеклянным. Материал, из которого изготовлен горшок, не должен входить в химическую реакцию с субстратом, в который посажена мухоловка, не должен повышать или понижать его кислотность. Как показала моя практика при пересадке и делении мухоловки, производитель предпочитает использовать для посадки этого растения верховой кислый торф. Этот торф стоит сущие копейки, и его можно приобрести на любом маркетплейсе в достаточно большом объеме. Мне 9 литров были не нужны, но пришлось приобрести. Итак, основой субстрата будет являться верховой кислый торф с кислотностью в диапазоне от 2,5 до 4,5. К торфу можно добавить любые химически инертные разрыхлители, будь то перлит или кварцевый песок. Напомню, вы можете посадить свою мухоловку в чистый верховой торф. Добавки совершенно не обязательны, но если вы все же соберетесь их добавлять, пропорции следующие. На 4 части верхового торфа можно добавить 2 части перлита и 1 часть кварцевого песка. Что добавила я? Я взяла 3 части верхового торфа и 1 часть перлита. Поверху субстрата я устелила живой мох для красоты. Сейчас я демонстрирую вам мухоловки сразу после процесса деления в конце лета 2023 года. Если вы новичок и никогда не делали подобных процедур, процесс пересадки и деления мухоловки лучше всего производить сразу после зимовки. В процессе зимнего периода, даже если специальные условия для зимовки не создавались, мухоловка сбросит часть листьев и ловушек. У нее их останется не так много, и процесс пересадки будет не таким сложным. Сложность пересадки мухоловки для новичка состоит в том, чтобы в процессе пересадки сохранить как можно больше открытых, не захлопнувшихся ловушек. Итак, деление и пересадка завершены. Какие условия нужно создать сразу после пересадки? В период адаптации в новой посадке мухоловкам нужен яркий, но рассеянный солнечный свет, избегая активных и прямых солнечных лучей. Когда вы увидите, что в новом горшке мухоловки начали активно расти, их снова можно ставить под прямые солнечные лучи. Моим мухоловкам для адаптации в новых горшках потребовалось ровно 2 недели для начала всех ростовых процессов. В эти 2 недели в период адаптации я не поливала мухоловки сверху, а поливала их в поддон. В это же время мухоловкам желательно не питаться. В моем случае это условие не соблюдалось, и я удалила ловушки, которые не справились с перевариванием пищи. При удалении ловушки не обязательно удалять весь лист. Достаточно отщипнуть ловушку в узком месте до листа. Сам лист при этом еще какое-то время послужит растению и будет осуществлять фотосинтез. Не следует думать, что для полноценного развития мухоловки нужно
постоянно питаться. Это не так. В идеале ей необходимо съедать всего 3-4 насекомых в год, не больше. Не следует кормить растения насильно или принудительно, и уж тем более не следует его кормить мертвыми насекомыми или продуктами питания человека. Помните, что для запуска процесса переваривания пищи внутри ловушки насекомое должно активно двигаться. Вот такой стала самая слабая после пересадки розетка спустя 5 месяцев при правильном уходе и правильных условиях содержания. Мухоловка не только динамично развивается, но и собирается цвести. Если вы все же боитесь и не хотите позволять мухоловке цвести в домашних условиях, если ваше растение слишком молодое или слабое, цветонос мухоловки можно использовать. Ведь мухоловку можно размножать не только семенами, не только делением розетки, но и с помощью листовых черенков и цветоносов. Этот процесс прост до невозможности. Когда цветонос достигнет длины 4-5 см, его срезают и помещают в субстрат на глубину 1,5-2 см. Через пару месяцев появятся всходы. Уже в процессе создания этого видео я продолжаю получать комментарии под постом в телеграм-канале о Дианее. Зрители пишут, что у многих в зимний период мухоловки погибают, но это не так. Если листья вашей мухоловки почернели, не спешите выбрасывать растение. Растение просто в зимний период входит в состояние покоя. Листовая масса в этот период может полностью отмереть. Даже если надземная часть мухоловки полностью отмерла, вся жизнь ее сосредоточена под землей, в ризоме. Продолжайте поддерживать субстрат мухоловки во влажном состоянии, чтобы подземная часть растения снабжалась водой. И с увеличением светового дня, когда солнечная активность позволит, мухоловка снова взойдет. Ну а если вы хотите, чтобы декоративность вашей мухоловки сохранялась круглый год и зимой, и летом, придется обеспечить растение дополнительным, мощным и ярким источником света. Так выглядят все мои 4 мухоловки на данный момент, в разгар зимы, в январе. 2 из них готовятся к цветению, у 3-й я срезала цветонос для того, чтобы показать, в каком размере его нужно срезать для размножения. А 4-я участвует еще в одном очень интересном эксперименте. Но, пожалуй, это уже совсем другая история. А будет ли продолжение этой истории, зависит от вас. Напишите в комментариях, нужны ли подобные видео на канале. А я в завершении видео напомню вам о 2 основных факторах успешного содержания мухоловок. И это яркий, прямой, интенсивный солнечный свет и большое количество поливочной воды. Помните, чем больше света будет доставаться вашей мухоловке, тем декоративнее, крепче и здоровее будет ваше растение. Не насекомые и их количество определяют правильное и быстрое развитие мухоловок, а свет, воздух и вода. И как только вы это поймете, с содержанием мухоловок и прочих хищных растений у вас не будет никаких проблем и сложностей. Надеюсь, мне удалось ответить на многочисленные вопросы зрителей. Но если они все же остались, пишите свои вопросы в комментариях.